Дорогие мои друзья, на канале Изман Про сегодня будет выпуск короткий, небольшой, о том, как прошел сегодняшний день. Сегодня не все могут снимать то, что будет происходить, и не все могут публиковать кадры сцены. Поэтому я, не нарушая договоренности с организаторами, попробую побеседовать со всеми спортсменами, которые будут рассуждать о поединках сегодняшнего дня. Как прошли их поединки, за кого они болеют в топ-8, какие перспективы армрестлинга мы увидим в 2020 году. Поэтому хорошего просмотра. Этот небольшой ролик для вас. Изман Про. Как так получилось? 12 раундов. Ты боролся сегодня, а победы у тебя нет. Тут ты прав, но я скажу так, выложился в Чемчуках, все отдал. И просто переборщил. 2 армфайта, в режиме там 1,5 часа, это просто нереально. Может, рука не устала, а организм, да. Истощен. Да, истощен. Не восстановиться просто. Ты воздуха, кислорода, ничего не хватает, да. Я думаю, с Димой был интересный поединок. Просто чуть физики не хватило, подготовки. Я думаю, было бы, может, даже 5%, и могло бы все быть по-другому. Я считаю, я делал свои выводы. Интересный был бой, не так, что там нашлепал, да, получалось много чего. В том уже не мог вообще ничего включить, просто невозможно. Больше такого не буду делать, для себя сделал вывод, что... Где мы тебя увидим еще в этом году? Я думаю, теперь уже не буду так подготовленно приезжать, буду работать. С Леной, может, обговорим, может, где-то продумаем, что. И я думаю, я вернусь в лучшей форме. Ждем тебя. Спасибо. До встречи. До встречи. Экспресс-интервью. Рустам Бабаев на канале Изман Про. Всех интересует, какие перспективы у Рустама Бабаева в топ-8 95 в 2020 году. Какие? Я собираюсь первое место занять. Меня это уже радует. Я думаю, что у кого не спроси, каждый должен так ответить. Меня радует то, что после тяжелого прошлого 2019 года ты наполнен оптимизмом и по-настоящему по-чемпионски настроен на победу. Естественно. Не то, что наполнен, а уже с ушей лезет аж. Только победа. Это жажда. Это жажда. Ты засиделся в этих тяжах, с которыми неудобно бороться. В какой-то мере это большой опыт. Большой опыт, и сейчас я уже буду стартовать с этим опытом. То есть мне все равно преимущество в этом будет. Просто многие не понимают, с чем могут столкнуться. Я уже сталкивался. Я понимаю, что это специфика категории может быть другая. И это все учитываю. И готовиться надо, может быть, другим образом. Я это все стараюсь учесть и на результат работать. Прокомментируй мне, почему начали говорить, очень часто упоминать, что Рустам Бабаев невынослив. Откуда этот миф? Я думаю, от того, что я борюсь на пределе своих возможностей с ребятами, которые многие тяжелее меня. В принципе, пару человек только были в категории, которые были выносливее меня. И то, например, Хаджимурат, один из самых выносливых. Был момент, что на Латошина я даже передержал его там в одной схватке. То есть выносливость может быть, я знаю это все. А во-вторых, я же еще раз подчеркиваю, на пределе своих возможностей иду. Я так думаю, что из-за этого, сталкиваясь с тяжами, они еще свой потенциал полностью не раскрыли, и для них, может быть, напряжение их мышц там процентов не на 100, а у меня на 100 с лишним. И я, сдерживая его вроде наравне, но я трачу больше энергии, больше силы, и у меня рычаги хуже. Я должен за счет силы это все удерживать. И последний комментарий. Это мои рассуждения. Я хочу убедиться, правильно ли я размышляю, потому что я в том числе тренирую ребят. Я все твои поединки анализировал. Практически все поединки ты боролся на открытой кисти. То есть тебе тяжело супинировать было руку больших спортсменов, антропометрически одаренных. Правильно ли мои рассуждения, что на открытой кисти защищаюсь, но здесь еще помимо просто выносливости, наработанной спортсменом, должна, наверное, еще быть генетическая какая-то выносливость, супер крепкие связки. Естественно, но при этом очень важно иметь еще высоту
руки. То есть с моей рукой, ну, это была не очень выгодная позиция, мягко сказано. Вот, например, сантиметров там хотя бы 5-10 выше, можно было останавливать, Сместить акцент. останавливать атаку и оттуда атаковать такой же силой, и будет намного эффективнее. Ну, это как бы не в оправдании, это реально. Именно не в да. оправдании, потому что очень часто говорят, Бабаев всех утомил своими оправданиями, что антропометрия мешает и так далее. Но я все-таки хочу акцентировать внимание, что когда рука высокая, и она одинаковая с твоим оппонентом, то легче применить нижние точки на торце ладони, для того, чтобы оппонировать. А на короткой руке ты очень ограничен. Ты ограничен только связкой. И при этом любая подготовка против меня заключается в том, чтобы там какие-то пару позиций сдержать. А моя подготовка должна быть поставлена так, чтобы я мог из нескольких там вариаций выбрать любую в этот момент и подловить ее, и еще быть сильнее в ней. То есть и везде должен быть сильный в каждой точке. То есть быстрее, сильнее, выносливее. Это я должен быть из-за этого. Но то, что там говорят там те умники, которые что я оправдываюсь, они просто сами или не умеют анализировать, или потому что в реалии с такими руками, как у меня, ну, посмотрите, кто выступает в таких категориях. В 60, только в 70. Я позволю себе сказать за тебя, так как Рустам Бабаев у нас человек скромный. Лучше всех играет в футбол тот, кто сидит на заборе. Вот у нас те, кто сидит на заборе, лучше знают, как Рустаму Бабаеву нужно бороться. Ну да, и знают, как побороть меня могут. Пускай пишут, вызывают на поединок. Я желаю тебе удачи в хорошей подготовке и классного сезона в этом году. Спасибо. Так и сделаем. Сегодня я комментировал турнир в прямом эфире, и для зрителей, которые находились в зале, не смог находиться в твоем углу поддержки, как ты находился со мной в Малайзии в поединке с Мирталехом, но искренне переживал за тебя, и честно сказать, я считал, что ты фаворит в этом поединке, и все-таки я думал, что тебе удастся найти ключ к своему сопернику. Почему поединок закончился именно так? Ну, я делал ставку на технику, то есть и оно было заметно, что из поединка в поединок я превосходил по технике. Вот, но чисто физически я недооценил своего соперника. Вот, и только за счет этого он меня превзошел. То есть по технике я отработал где-то на 4 с плюсом, вот, а по силе где-то на 3. В то время как он... Откровенно не доработал. Да, а в то время как мой соперник по технике, я оцениваю его на 4 отработал, а по силе на 5. То есть, потому минимально, но все же он меня превзошел. Нам То стоит ожидать матча реванша? Думаю, позже надо организовать. Сколько времени тебе нужно на подготовку, чтобы сказать «я готов»? Ваня, приезжай. Или Ваня, я еду к тебе. Думаю, возможно, где-то 3 месяца, потому что сейчас нужно восстановить травмы, которые я сегодня получил. Вот. И думаю, борьба уже будет совсем другая. Потому что я давно не проигрывал на левую руку, я не знал, как мне прогрессировать, в какую сторону, на чем мне работать. А сейчас это поражение дало мне возможность увидеть мои слабые стороны, над которыми мне предстоит еще работать. Вот те эксперименты, которые ты ставил в 5 и в 6 раунде, они же не были запланированы. То есть тебе приходилось изобретать что-то новое по ходу поединка. Ты доволен этими экспериментами? Я доволен, потому что они показали, что когда у меня все получалось, я превосходил его. Чисто. Но в конечном итоге он заслуженно меня победил сегодня. Сегодня он сильнее. Вот, но в будущем все поменяется, я уверен в этом. Окей, спасибо тебе. До Спасибо новых и вам. встреч. На канале Изман-Про снова Павел Наконечный. Сегодня не в качестве главного гостя, но мы с ним поздороваемся. Паша, приветствую тебя. Привет. Наконец-то ты в армрестлинге. Мы не поднимаем с тобой Пока что гантель. смотрю только, да. Ну ты уже смотришь. Как тебе сцена? Хорошая, приятная. Цвета приятные. Ты немножко информационно ознакомился с тем, что будет проходить сегодня после 16? Нет. Вот приехал спонтанно, увидел сторис. Ты планируешь оставаться до конца турнира? Ну, посмотрим, как выйдет по времени. Еще Тогда, если Паша Наконечный останется с нами до завершения поединков, я спрошу твое мнение, какие твои впечатления о профессионалах, о топ-8, о супертяжах. без проблем. Как твоя рука? Хорошо восстанавливаю. Уже боли нету.
можно уже грузить по максимуму. Прошло ровно 2 месяца. Сегодня 2 месяца без 1 дня после операции. То есть Прилично, за 60 дней как раз восстановили. Друзья, я еще хочу сказать, что все те, кто так или иначе был связан с травмами, и у них на кону стоял выбор между оперативным вмешательством в лечение, либо консервативное лечение. Я знаю, что у Павла Наконечного прекрасные доктора. Я возьму их контакты и оставлю у себя в описании под этим видео. Это прекрасные специалисты, которые за 2 месяца восстановили нашего богатыря. Он уже приступил к тренировкам с отягощениями. Да, много чем они мне помогли уже в течение 5 лет, с которой я с ними работаю. И всегда доволен этим результатом, как они мне помогают восстанавливаться. Тогда до встречи. Елена Кузьмич на канале Изман-Про. Впервые? Впервые. Мы были с тобой в самолете. Длинный перелет. Малайзия. 11 часов вместе. И, друзья, я 11 часов слушал ее планы девочки, как она хочет развивать армрестлинг в Украине. Прошло 10 месяцев до того, как ты затянула такой турнир, отборочные поединки топ-8 в Киеве. Что ты ешь? За счет чего? Откуда столько мотивации? Знаешь, я очень хорошо помню этот перелет, и действительно, да, я помню этот разговор, мы об этом разговаривали, я тебе рассказывала про свои планы, я тебе рассказывала то, что я хочу. Ты мне рассказывала про вот это, то, что я сейчас вижу своими глазами, я это уже переживал, на слух воспринимал это Мы просто, все. знаешь, мы с тобой летели высоко в небе, и оттуда, наверное, лучше посылаются позитивные сигналы в космос. Чистые какие-то мысли. Наверное, да. И ты знаешь, очень много работы было сделано, очень много сил положено. И не касаемся уже каких-то других моментов. Но для меня очень важно, чтобы в Украине это было. Почему? Потому что Украина одна из самых именитых стран по количеству крутых профессиональных армрестлеров. У нас очень много ребят, и мы можем дать еще больше лиц новых профессиональной лиги. С этой целью была и организована, да, основана профессиональная лига армрестлинга. С этой целью были организованы профессиональные турниры, да, Kyiv Open Cup. И теперь мы имеем мой новый бренд Vendetta United Stars. Этот бренд будет жить. Почему? Потому что сегодня мы тестируем формат проведения вендет, большого количества вендет на одной локации. Это рекордное событие, это первое событие в мире такого формата, такого масштаба. И что самое важное, мы работаем с профессиональной лигой Spal USA и с Игорем Мазуренко, да, который нас поддерживает, который поддерживает наши планы, дает нам дополнительную мотивацию, дополнительный плюс. И только благодаря ему, человеку, который придумал турнир ТОП-8, сегодня есть возможность показать мировых звезд мирового масштаба профессиональной лиги здесь, в Киеве, ребятам, которые от того, что они видят, от того, что с ними общаются, знаешь, получат новую мотивацию к этому всему. И участвовать на одном турнире, на одной локации с такими именитыми ребятами, как Дэйв Чеффи, как Римпус, как Фокс, как Кастадинов, Курдеча, Антонович, да, мы сегодня будем иметь этих ребят. Наши ребята просто в восторге, они в шоке, они в восторге. Мы имеем 8 вендет прелимсов, да, это ребята с разных стран, 11 пар. С 11 пар мы имеем 9 стран, ребят, 9.
Это супер. Я хочу акцентировать внимание, мы начали в 11, Да. и в 2 часа мы закончили все прилимы. То есть мы можем проводить на одной локации, как я понимаю, массу поединков. Это может быть очень быстро и очень динамично. Да, это может быть очень быстро и очень динамично, но самое главное – правильно сделать тайминг. Вот мы сегодня правильно рассчитали тайминг, мы сегодня сделали все очень правильно. Мы начали в то время, когда мы планировали это сделать, и мы правильно рассчитали приблизительное среднее время на каждую вендетту. И оно получилось так, как я себе планировала. Но еще многим ребятам я отказала в том, чтобы они боролись на моей локации сегодня. Почему? Потому что я действительно, это для меня, знаешь, экспромт, и я пробовала. Не был просто отточен этот тайминг. Да, этот не был отточен еще до конца. Я просто себе думала, как это, да, я консультировалась с организацией ПАЛ, как у них это проходит, да, можем ли мы это сделать, сколько мы можем дать в прямой эфир, знаешь, за один день. Но оказалось так, что при правильном подходе мы можем дать еще больше материала, мы можем дать еще больше возможностей людям, которые в этом заинтересованы. То есть, и это супер. И у нас все вовремя, и никто не устал, и у всех есть возможность пообщаться, знаешь, между транзишенами и между окончанием прелимсов. У всех есть возможность там сделать какие-то свои дела. Вообще супер. Я предлагаю на сегодня тебя отпускать, потому что на тебе лежит огромная доля организации этого праздника. И я также предлагаю тебе пообещать мне снять для меня выпуск, в котором ты расскажешь секреты проведения турнира такого уровня в Украине. И это будет девушка на моем канале, которая будет делиться опытом с мужчинами, которые хотят принять эти турниры в других городах. Я думаю, это будет очень полезно для развития подобных турниров, потому что множество есть спортсменов в прошлом, которые ныне бизнесмены, они хотят вложить деньги в развитие спорта, замотивировать детей в своих городах. Я думаю, что стоит снять такой выпуск. Без вопроса. Мы это сделаем, мы это снимем, мы это расскажем. Более того, я готова сейчас уже, несмотря на то, что видео, да, снимать или не снимать, это такой момент, но я всегда говорю, что если кто-то хочет, чтобы я поделилась своим опытом, ребят, пишите, звоните. Вот здесь мы оставим Не вопрос. ссылочку на Елену Кузьмич, на Не ее вопрос. инстаграм. Я готова рассказать, как это делала я. Понятное дело, что единого рецепта в организации нет ни у кого, потому что это разные страны, это разные люди. Кто-то может это сделать, кто-то не может, потому что это еще зависит от таких, знаешь, каких-то морально-волевых качеств человека. Могу ли я быть организатором? Да не может быть так, что я захотела, я сделал, да? Может, конечно, но есть еще такие нюансы, которые влияют на это. Поэтому я готова поделиться, как это было у меня, как это начиналось с перелета в Малайзию на первый этап ТОП-8. И продолжалась, знаешь, эта мысль продолжала расти в моей голове и укореняться в моих мозгах, знаешь. Я готова поделиться, я готова рассказать, без вопроса мы это сделаем. Более того, я могу даже помочь это сделать. Не только словом, но и делом. Поэтому welcome. Друзья, поэтому welcome. Подписываемся на Елену Кузьмич, задаем вопросы. Буду очень рада. Будем очень рады. А вы напишите мне в комментариях, в каких городах Украины, либо в каких городах постсоветского пространства, Россия, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, в каких городах вы еще хотите, чтобы были проведены, пусть не этапы ТОП-8, но турниры, похожие на киевский. Друзья, наконец-то на канале Изман Про кумир моего детства, кумир миллионов, лидер украинского стронгмена, украинский богатырь, самый сильный человек планети Василій Ярославович Вірастюк. Василю, вітаю вас. Привіт. Я хочу запитати вас, чому я бачу вас довгі роки в українському армреслінгу. Ви були щирим другом Андрія Пушкаря. Ви підтримуєте Алекса Курдєчу. Чому в серці стронгмена живе армреслінг? Ну саме тому якраз, що я або був знайомий, або знайомий на даний момент з цими хлопцями. Ну і не тільки з цими, звісно. Ще знаю Вадима Зацюка. Так, також з Тернополя. Боже мій. Ну скажи мені, він подібний на нашого Вову Рекшу. Невеличкого зросту, боже, Рустам Бабаєв. Ну, Рустам Бабаєв. З Харкова, так. Тому, сподіваючись їх побачити на таких або подібних на цей турнірах, я і приходжу вболівати. Ну, але цього разу, відверто кажучи, нам просто прийшли
організатори запропонували прийти для того, щоб провести жеребкування. Тобто ми будемо саме ті люди, на яких будуть ображатися Я скажу, ті, хто будуть боротися за столом. Тому що, можливо, не всі в пари зійдуться так, як вони собі планували, але в цьому будемо винні саме ми. ну я хочу сказати, що минулого року всі дуже сумнівалися, чи то було чесне жеребкування, чи не чесне жеребкування. Тому, друзі, я хочу сказати, коли в цьому жеребкуванні будуть приймати участь Василь Вірастюк і Сергій Конюшок, то нечесної боротьби у нас бути не може. Ну це точно, тому що, по-перше, нас про це не просили, То по-перше, а другого немає. а другого немає. Тому, Василю, дякуємо вам. Я сподіваюся, що на каналі Ізман Про у нас буде з вами розширене інтерв'ю. Ми зустрінемось. можливо. І я дуже хотів би поспілкуватись, тому що я розумію, що вам можна задати багато питань, які цікавлять не тільки армреслінг. Можливо. Так що побачимось на каналі. Дякую. Побачимось на каналі. Дякую, Василь. Дякую. Очень приятно. Спасибо. Зірковий вечір армреслінгу на каналі Ізман Про. З нами президент професійної ліги стронгмену України Сергій Конюшок. Так, привіт, друзі. Стронгмени вітають вас. Дуже приємно, що стронгмени не забувають, що таке армреслінг. Вони знають, що таке армреслінг, підтримують наших лідерів. Сергій, за кого сьогодні ви вболіваєте з українців на цьому турнірі? Напевно, Курдечі. Напевно, Курдечі. Звичайно, Серега, поздороватися. Насправді, якщо чесно, ви правильно сказали, ми тільки вливаємось в цей рух. Взагалі тенденція така в світі йде, що логічна колаборація всіх силових видів спорту. І ми, власне, якраз користуючись можливістю, заанонсуємо, що 26 квітня в Києві, парку Муромець, ми будемо робити якраз фестиваль силових видів спорту. Запрошуємо всіх бажаючих, і там обов'язково буде і армреслінг, і пауерліфтинг, і, звичайно, що стронгмен. І Ізман Про також там буде. Мій канал. Звичайно, само собою, так, ми запрошуємо. Тобто, і сенс в тому, що колаборація і об'єднання аудиторії, воно йде на користь кожному із видів спорту. І тоді цей такий потужний, натхненний порив розголошується і поширюється, в чому всі зацікавлені. Власне, наш сьогоднішній поступ, для мене особисто, я ледь не перший раз на такому професійному турнірі з армреслінгу, тому мені самому аж цікаво, як це відбувається. Сергій, я бажаю вам приємного перегляду. Бажаю, щоб Курдеча переміг, бо я також за нього вболіваю. Це не тільки український в минулому армреслер, це також мій друг, і ваш друг, і Василя Вірастюка. Тому гарного вечора і дякую вам за коротке интервью. И этот выпуск тоже я заканчиваю призывом вас комментировать его, писать свое мнение, понравилось вам или нет. Что является самым ярким в этом выпуске. Мне это помогает для развития моего канала. Нажимайте лайки, пишите комментарии, обсуждайте, поддерживайте развитие моего канала. Ваш Ізман Про.